Бездомный щенок ослеп, и ветеринар порекомендовал эвтаназию. Но тут кот Брук, живущий в доме, совершает нечто удивительное. Конец истории — настоящее чудо. В ветеринарной клинике Джейн прижала к груди бездомного щенка, чтобы согреть его своим теплом. Она нашла маленькую собачку в переулке по дороге домой. Доктор Палмер нахмурился еще сильнее, когда осмотрел крошечное создание. «Это плохо, Джейн. Эти глаза — настоящая проблема». Щенок совершенно слепой. Его голос затих. Он еще раз нежно погладил щенка. С каждым тихим бормотанием сердца Джейн все глубже уходила в пятки. Слепота — это только начало. Доктор Палмер сказал, что недоразвитый малыш, вероятно, не получал достаточного питания от матери. Он посмотрел Джейн прямо в глаза. «Нам нужно прекратить это», — сказал он. «Я знаю, это звучит ужасно, но иногда, чтобы быть добрым, нужно быть жестоким». Мысли Джейн метались. Со слепотой она могла справиться, но это постоянное страдание, каждое тихое поскуливание щенка было подобно гвоздю, вбитому в ее сердце. Слезы застилали ей глаза. «Я понимаю», — прошептала она. Доктор Палмер кивнул. В его глазах было глубокое понимание. Он начал двигаться, но Джейн протянула руку и остановила его. Она попросила оставить ее на несколько минут со щенком, чтобы попрощаться. Он помолчал, затем слегка кивнул. Он знал, что это было самое трудное. Когда Джейн взяла скулящего щенка на руки, ветеринар тихо вышел из комнаты. Джейн прижала к себе щенка, которого она назвала Микки. Она погладила влажную шерстку и прошептала извинения. Дверь со скрипом отворилась. Джейн приготовилась к возвращению доктора Палмера. Но вместо этого внутри оказалась местная кошка из клиники. Обычно кошка обходила людей стороной. Однако сегодня от этого безразличия не осталось и следа. Кошка проигнорировала девушку и запрыгнула на смотровой стол. Она нацелилась на Микки. Сначала Джейн замерла. Она слышала, что кошки могут нападать на мелких животных, но это не было нападением. Кошка обнюхала щенка. Затем она приступила к тщательному уходу. Она облизала дрожащего щенка от носа до хвоста. Микки был слишком слаб, чтобы сопротивляться. Пока кошка работала, тело собаки расслабилось под ритмичным облизыванием. Ее глаза все еще были невидящими, но в них больше не было ужаса. Что-то блеснуло. Было ли это удовлетворение? Джейн смотрела, не веря своим глазам. Могло ли это простое прикосновение быть тем, чего жаждал Микки? Слезы потекли ручьем, но теперь они были вызваны другими эмоциями. Несколько мгновений назад решение было принято в момент душевных мук, но внезапно оно перестало быть таким однозначным. Доктор Палмер вернулся с приготовленным успокоительным, но смотровая была пуста. Он вышел в коридор. Сцена, открывшаяся снаружи, была неожиданной и в то же время трогательной. Кошка свернулась калачиком вокруг щенка, а тот прижался к более крупной кошке, и его крошечный хвостик слабо забился. Джейн сидела на стуле. Она сказала, что не оставит щенка. Каждый раз, когда я брала Микки на руки, Брук шипела и кружила вокруг, пока я снова не отпускала щенка на землю, рассказала девушка. Доктор Палмер молча наблюдал за происходящим. Это было далеко от поведения животных из учебника, но в Микки явно произошли изменения. Когда перед ним поставили маленькую миску со щенячьим кормом, Брук подтолкнула малыша к нему. Ветеринар сказал, что, возможно, он немного поторопился, но не стоит подавать больших надежд. Доктор Палмер оставил решение за Джейн и отправился на обход. Джейн забрала щенка и кошку домой. Под чутким руководством Брук Микки исследовал свои крошечные владения. Кошка стала пушистым проводником, который вел щенка к еде и воде. Брук терпеливо ждала, пока Микки неуклюже передвигался по комнате. Каждый раз, когда он натыкался на мебель, кошка мягко подталкивала его, корректируя направление движения. В поведении щенка появился проблеск игривости. В янтарных глазах кошки было понимание,
стремление защитить, выходящее за рамки простого инстинкта. Микки чувствовал себя в безопасности со своим пушистым опекуном, и в этой безопасности начал проявляться истинный щенячий дух. Неделю спустя доктор Палмер был поражен. Это был уже не тот слабый, едва держащийся на ногах щенок, которого он оставил с Джейн. Микки прибавил в весе, его шерстка блестела, а движения стали более уверенными и игривыми. «Я этого не понимаю», — сказал ветеринар, осматривая затуманенные слепые глаза щенка. «Он не должен быть таким здоровым». На мгновение его взгляд остановился на Джейн. Она сказала ему, что это все благодаря Брук, а затем рассказала ему историю о непоколебимой опеке кошки. Доктор Палмер внимательно слушал. Наконец он вздохнул. «Это все еще огромная ответственность, Джейн. Слепая собака нуждается в особом уходе и специальной дрессировке, а также в постоянных осмотрах у ветеринара». Остальное он не уточнил. Скромная квартира Джейн, ее рабочий график и суровая реальность того, что уход за больными означает большие деньги. Джейн знала, что он прав, но пообещала, что справится. Она все подсчитала в уме. Она возьмет дополнительные смены, продаст вещи, сделает все, что потребуется. Микки заслужил этот шанс, его жизнь круто изменилась благодаря помощи самого неожиданного пушистого друга. Следующие недели были чередой перемен. Джейн, вооружившись статьями из интернета и советами удивительно отзывчивого доктора Палмера, преобразила свою квартиру. Свернутые ковры исчезли. Вместо них теперь были ровные полы, по которым Микки мог передвигаться. Низкую мебель придвинули к стенам, чтобы освободить проход. Ошейник со специальной подкладкой стал системой оповещения Микки. Он весело позвякивал, когда щенок передвигался. Брук наблюдала за трансформацией своего подопечного. Она отгоняла щенка от углов и приносила ему игрушки, до которых Микки не мог дотянуться. В узком коридоре кошка шла впереди, проводя первую пробную прогулку. Микки следовал за уверенным взмахом ее хвоста. Джейн наблюдала за этим безмолвным общением со слезами на глазах. Брошенная кошка нашла цель жизни в воспитании потерявшегося щенка. Квартира, возможно, и была маленькой, думала Джейн, но любовь, наполнявшая это пространство, казалась неизмеримой. Со временем Микки расцвел. Под руководством Брук маленькая квартирка превратилась в его царство. Он научился узнавать шаги Джейн, шуршание пакета с лакомствами и писк любимой игрушки. Прогулки по коридору стали более смелыми. Его слепота не определяла характер. Это была лишь одна из граней его жизнерадостной щенячьей натуры. Осмотры у ветеринара стали обычным делом. Микки всегда был полон энергии. На этот раз доктор Палмер сел на корточки и нежно провел рукой по спине Брук. «Знаете», — задумчиво произнес он, — «это странно». Брук всегда была одиночкой и никогда не обращала особого внимания на других пациентов клиники. Однако, когда речь зашла о Микки, он замолчал, как будто только сейчас осознал значение этой кошачьей преданности. Джейн спросила, как Брук оказалась в клинике. Доктор рассказал, что несколько лет назад кошку подкинули с серьезными травмами, в том числе с поврежденными глазами. Она не могла видеть в течение 5 месяцев. Голос доктора Палмера был тихим. Он никогда особо не задумывался об этом. Но теперь в его глазах появилось понимание. Шли годы. Теперь Микки был уже взрослой собакой. Он радостно прыгал, преследуя знакомую полосатую фигуру. Они были совершенно неподходящей парой. Большой шумный пес и маленькая проворная кошка. И все же они двигались совершенно синхронно. Джейн присела на ближайшую скамейку. Из нее исчезла жалостливая женщина, которая однажды принесла умирающего щенка к ветеринару. То, что она увидела, было чистой неподдельной связью их необычной семьи. Она опубликовала их историю в социальных сетях и подписала: «Слепого щенка собирались усыпить. Посмотрите, что сделала кошка. Это чудо». И она с радостью поняла, что чудо — это не просто спасение жизни. Это было глубокое взаимопонимание, которое возникло между двумя существами, которые видели мир не глазами, а сердцем.
Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.